Привет, друзья! Сегодня мы вместе с вами разберем, как защитить свои деньги и имущество в Германии от новых бытовых и финансовых рисков. В ближайшие месяцы принесут серьезные перемены, которые затронут кошельки каждого жителя страны. Сначала важная тема для водителей. На автомобильном рынке активно обсуждается ситуация, затронувшая кондиционеры миллионов машин. Мы с вами разберем, почему же вокруг используемого в них хладента разгорелись споры среди экспертов и экологов. Во второй части срочное предупреждение, чего нельзя делать у банкоматов в Германии, чтобы избежать неприятных ситуаций с банковской картой. А под занавес, друзья, аналитика расходов, где немцы сейчас экономят больше всего вне супермаркетов. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, комфортная прохлада в салоне автомобиля летом, как выясняется, сопровождается вопросами, которые сегодня все чаще обсуждают специалисты в области экологии и безопасности. Расследования журналистов и экспертные публикации вновь сегодня привлекли внимание к хладенту R1234YF, который широко применяется в современных автомобильных кондиционерах. Изначально, друзья, его внедряли как более экологичную альтернативу прежним составам, однако ряд исследований указывает, что при определенных условиях его разложения может образовываться трифторуксусная кислота. Именно вокруг этого вещества сегодня ведутся активные научные и общественные дискуссии, поскольку специалисты изучают его возможное длительное накопление в окружающей среде. При этом экологические организации призывают автопроизводителей уделять этой теме больше внимания и открыто информировать потребителей, то есть нас с вами, о результатах этих исследований. Европейское химическое агентство ЕХА относит трифторуксусную кислоту к числу чрезвычайно устойчивых веществ, которые очень медленно разлагаются в окружающей среде. Ряд научных исследований сегодня изучают возможное влияние высоких концентраций этого вещества на здоровье человека и окружающую среду. Специалисты обращают внимание, что благодаря высокой растворимости в воде оно может попадать в почву и водоемы вместе с осадками. Поэтому проблема давно вышла за пределы самих автомобильных кондиционеров. Любая такая утечка хладента после повреждения автомобиля, неисправности системы или во время технического обслуживания становится предметом внимания экологов, поскольку такие вещества могут постепенно распространяться в нашей с вами окружающей среде. Таким образом, стремление сделать автомобильные кондиционеры более экологичными привело к новой дискуссии среди ученых и профильных специалистов. Переход на этот хладент произошел после принятия директивы, напомню, ЕС 2006/40/ЕС. Прежний фреон R134A, возможно, кто-то из вас помнит, обладал намного более высоким потенциалом влияния на климат, поэтому с 2017 года производители были обязаны просто-напросто перейти на альтернативные решения. Новый же газ R1234YF действительно существенно снизил воздействие на парниковый эффект. Представление о возможных масштабах этой экологической проблемы дают оценки, опубликованные самими участниками отрасли. Например, южнокорейский производитель автокомпонентов Hanon представил исследование, в котором проанализировал долгосрочные последствия использования современных автомобильных хладентов. По оценкам авторов, при сохранении нынешних тенденций ежегодный объем образования трифторуксусной кислоты к 2036 году может достигнуть, внимание, около 9000 тонн. В более долгосрочной перспективе суммарный объем этого вещества в окружающей среде, согласно расчетам исследований, способен даже приблизиться к 240 тысячам тонн. Именно поэтому специалисты все чаще обсуждают возможное накопление подобных соединений в почве и грунтовых водах. Даже если в будущем требования к автомобильным хладентам вновь изменятся, миллионы автомобилей с уже установленными системами кондиционирования продолжат эксплуатироваться еще многие годы. При этом производители продолжают выпускать и новые модели с хладентом R1234YF, поскольку именно он соответствует действующим европейским требованиям.
Но здесь самое любопытное в этой истории заключается в том, что альтернативная технология для автомобильных кондиционеров на самом деле, друзья, уже давно существует и постепенно применяется в жизни. Журналисты сегодня выяснили, что на рынке уже используются климатические установки, в которых не применяется хладент R1234YF и связанные с ним вещества. В таких системах вместо этого используется природный углекислый газ, который в технической документации обозначается как хладент R744. По данным профильных отраслевых публикаций, более 1 миллиона автомобилей с такими кондиционерами уже эксплуатируются на дорогах Европы, включая и Германию. Эта технология применяется на ряде моделей, например, концерна Volkswagen, а также используется автомобилями Audi, Skoda, Cupra, Ford, созданными на современном модульной электроплатформе MEB. Сегодня современные электромобили, друзья, действительно имеют определенные технические преимущества при использовании подобных систем кондиционирования. Автомобили с электрическими компрессорами проще адаптировать для работы с хладентом R744. Это относится как к полностью электрическим моделям, так и ко многим подключаемым и мягким, скажем так, гибридам с 48-вольтовой бортовой сетью. Для большинства классических бензиновых и дизельных автомобилей такое переоборудование на самом деле намного сложнее и требует серьезных технических изменений. Именно поэтому многие производители продолжают использовать существующие решения, тогда как часть экспертов и экологических организаций, наоборот, призывают отрасль активнее переходить на альтернативные технологии. Но, друзья, на самом деле продолжается острая дискуссия между производителями, экологическими организациями и регуляторами. Эксперты независимой организации направили официальные запросы в 37 ведущих автоконцернов, требуя более подробной информации о возможных экологических рисках, связанных с использованием современных хладентов. По их данным, ответы предоставили лишь часть компаний, тогда как такие производители как BMW, Smart и Volvo подтвердили использование именно собственных систем без дополнительной детализации по отдельным моделям. Для обычных потребителей, нас с вами, в ближайшей перспективе ситуация напрямую не меняется. Владельцы автомобилей не могут самостоятельно заменить хладент в существующих климатических системах на альтернативные решения без специализированного оборудования и вмешательства сервисных центров. Но, друзья, обсуждение возможных рисков, связанных с автомобильными кондиционерами, постепенно уступает место другой важной теме. Это вопросам безопасности граждан при использовании банковских терминалов самообслуживания. В Германии специалисты по кибербезопасности регулярно фиксируют попытки мошенничества с банковскими картами, включая установку, скажем так, скрытых устройств на банкоматы и манипуляции с зонами выдачи наличных. Однако не менее важной остается и повседневная осторожность самих пользователей, то есть нас с вами. Ситуация, когда человек по ошибке забирает деньги, оставленные предыдущим клиентом, или игнорирует признаки неисправности терминала, могут привести к серьезным правовым последствиям. Да, друзья. Поэтому эксперты сегодня рекомендуют внимательно проверять окружение и при необходимости фиксировать подозрительные ситуации с помощью телефона. Многие пользователи считают, что если банкомат или терминал, например, случайно выдал деньги или оставил их в зоне выдачи без владельца, то их можно расценивать как ничейные. Однако, друзья, законодательство Германии трактует такие ситуации совершенно иначе. Средства всегда остаются собственностью их законного владельца. Запомнили? Юристы банковского сектора, включая представителей Volksbank, подчеркивают, что присвоение таких средств может рассматриваться как нарушение закона. В подобных случаях рекомендуется немедленно уведомить полицию или сотрудников банка. Специалисты также отмечают, что современные терминалы оснащены системами видеонаблюдения, которые фиксируют происходящее в зоне выдачи наличных. В зависимости от конкретных обстоятельств и суммы, подобные инциденты могут повлечь за собой и штрафные меры или даже юридическое разбирательство в установленном порядке. Адвокаты и специалисты по банковской безопасности выработали алгоритм действий, который помогает снизить риски и избежать лишних проблем при использовании терминалов.
Ну, во-первых, если банкомат выдал наличные, а затем из-за бездействия или, скажем так, задержки устройство снова втянуло эти деньги обратно в приемный механизм, не стоит сразу, друзья, паниковать. Финансовые аналитики отмечают, что внутренняя система учета таких банков, например, как Шпаркасса или Фольксбанка, в подобных ситуациях запускают автоматическую проверку операций. В большинстве случаев средства возвращаются на счет после завершения технической обработки транзакции. Этот процесс может занять несколько рабочих дней в зависимости от банка и обстоятельств операции. Во-вторых, если терминал показывает списание, но фактически вы получили, скажем так, меньшую сумму или лоток выдачи оказался пустым, важно сразу зафиксировать эту ситуацию. Не отходя от аппарата, рекомендуется записать время, адрес отделения и, соответственно, сумму операции. После этого следует связаться с горячей линией банка. Такой порядок действий помогает быстрее разобраться в спорных ситуациях и, соответственно, снижает риск длительных разбирательств. В-третьих, друзья, если деньги забрал посторонний человек, важно не вступать в конфликт. Службы безопасности подчеркивают, что современные банкоматы в Германии, как я сказал, оснащены той же системой видеонаблюдения, которая и фиксирует происходящее в зоне выдачи наличных. При подобных инцидентах следует как можно быстрее обратиться именно в полицию и оформить заявление, чтобы ситуация была официально зарегистрирована и могла быть рассмотрена в рамках установленной процедуры. Помимо внезапных юридических проблем из-за банального незнания законов, у терминалов самообслуживания могут встречаться высокотехнологичные схемы, связанные с действиями киберпреступников. Полиция Германии сегодня предупреждает, на улицах городов действительно фиксируются случаи скимминга. Мошенники устанавливают, скажем так, на штатный картоприемник накладки, которые могут считывать данные магнитной полосы, пока скрытые элементы в панели иногда фиксируют вводимые пользователем данные. Не менее опасной схемой считается и кэш-трэппинг. В этом случае могут блокировать шторку выдачи банкнот с помощью посторонних материалов. В итоге банкомат списывает деньги с вашего счета, но наличные остаются внутри самого устройства. Если же клиент уходит, не разобравшись в ситуации, третьи лица могут попытаться воспользоваться этим. Технические аналитики рассказали, как снизить риски после визита к банкомату. Перед использованием закон требует от вас провести беглый, скажем так, визуальный осмотр устройства. Если слот картоприемника или защитный элемент клавиатуры выглядят поврежденными, например, шатаются или на корпусе видны следы вмешательства, перед вами может быть подозрительное устройство. В таком случае необходимо просто-напросто прервать операцию, забрать свою карту и ни в коем случае не вводить, друзья, пин-код, а сразу обратиться в службу поддержки банка. На самом деле необходимо выработать несколько обычных, скажем так, защитных рефлексов у терминала. Это один из самых надежных способов повысить безопасность ваших безналичных сбережений. Финансовые консультанты рекомендуют: перед тем, как вставить карту в картоприемник, стоит провести секундный, тактильный и визуальный осмотр клавиатуры. Любые люфты, накладные элементы или следы клея в районе устройства могут указывать на возможное постороннее вмешательство. В момент, когда вводите пин-код, всегда закрывайте клавиатуру свободной ладонью сверху. Это действие может снизить риск считывания данных через скрытые камеры, которые иногда устанавливают вблизи устройства, и защитить, соответственно, данные карты от возможного копирования. Поэтому внимательность часто помогает избежать финансовых потерь. Аналитики профильных источников рекомендуют нажимать кнопку отмены операции, если устройство начинает работать нестабильно, например, издает необычные звуки или задерживает выдачу наличных. Регулярная проверка операций в мобильном приложении вашего онлайн-банкинга также считается важной мерой контроля. При любом обнаружении подозрительных списаний рекомендуется оперативно заблокировать свой счет. И главное, важно помнить о правилах немецкого законодательства. Если в лотке банкомата оказались чужие, друзья, банкноты, ни в коем случае не следует их забирать. Нет. Лучше остановиться, оценить ситуацию и при возможности сообщить о находке в банк или обслуживающую организацию.
Это помогает избежать возможных юридических недоразумений в дальнейшем и корректно зафиксировать этот инцидент. Но, друзья, разборы технических уловок у банкомата постепенно завершают свою тему, и теперь я хочу переключить ваше внимание к аналитическому обзору состояния личных финансов, которое показывает, как меняется ситуация с накоплениями в немецких семьях. Итак, свежий отчет о сбережениях от портала Идеала и исследовательской компании Kantar наглядно показывает: жители Германии сегодня откладывают евро чаще всего не из-за избыточного достатка, а именно из-за необходимости планировать расходы более внимательно. Статистика рисует неоднозначную картину. У 39% граждан положение дел осталось примерно на прежнем уровне, а 32% отметили некоторое улучшение. При этом 44% респондентов сообщили, что им пришлось использовать накопления, а у 14% финансовая подушка безопасности вообще отсутствует. Еще, например, 21% немцев сейчас не имеют возможности регулярно откладывать деньги, а еще 19% с трудом сберегают менее 100 евро в месяц. Также 15% опрошенных отмечают, что хотели бы копить капитал, но не располагают для этого свободными средствами. То есть в целом аналитики фиксируют устойчивую тенденцию. Большая часть жителей Германии сегодня просто-напросто вынуждена более внимательно контролировать свои расходы. Совместное исследование аналитиков Идеала и социологов компании Kantar позволило выделить четкий рейтинг из 5 основных бытовых стимулов для накопления капитала. Лидирующие позиции делят два направления. 41% граждан откладывают евро, чтобы позволить себе полноценный длительный отпуск продолжительностью не менее 8 дней. И столько же людей копят деньги для формирования финансовой подушки безопасности на случай медицинских или бытовых непредвиденных ситуаций. Остальная часть распределяется на долгосрочные жизненные цели. Третью строчку занимают пенсионные накопления. 37% немцев самостоятельно дополняют взносы в фонды, понимая, что государственные выплаты на старости лет может быть недостаточно для комфортной жизни. Еще 27% населения откладывают евро ради крупных покупок, таких как бытовая техника или, например, мебель. Завершает список забота о будущем детей. 21% опрошенных ограничивают собственные расходы, чтобы сформировать стартовый финансовый резерв на обучение и развитие своих детей. Когда же речь заходит о быстром уменьшении трат, жители Германии чаще всего снижают расходы в тех сферах, где экономия ощущается сразу. На вершине этого списка находится покупка новой одежды и аксессуаров. Здесь экономят 52% граждан. Следом идут товары для хобби и активного досуга, на которых экономят 42% населения. А еще 41% немцев отказываются от регулярного обновления домашней электроники и смартфонов. 36% бюргеров сократили закупки товаров для дома. И лишь, друзья, внимание, в последнюю очередь экономия затрагивает продуктовую корзину. На еде стараются сберегать средства около 32% опрошенных. Параллельно снижение расходов прослеживается и в сфере развлечений и общественного питания Германии. Те же 52% жителей страны стали реже посещать рестораны и бары, предпочитая готовить дома. Похожая динамика наблюдается и в кинотеатрах, где посещаемость снизилась, внимание, на 46%, а ночная жизнь, концерты и крупные музыкальные мероприятия потеряли часть аудитории около 45% прежних посетителей. Общая экономическая ситуация влияет и на поведение потребителей. 60% немцев отмечают, что их привычки изменились. 46% временно сократили мелкие покупки, 37% отложили крупные траты, а 62% теперь регулярно сравнивают цены перед покупкой. Новейшая статистика Бундесбанка показывает, почему привычная немецкая бережливость в текущих условиях все чаще воспринимается как необходимость более строгого контроля своих расходов. На бумаге официальные данные выглядят стабильно, средний капитал семьи номинально вырос до 324 800 евро. Однако с учетом инфляционного влияния реальная покупательная способность, друзья, снижается с прежних 268 700 евро до примерно 239 200 евро.
При этом медианный показатель благосостояния всех жителей Германии снизился с 90 500 евро до 76 тысяч евро сбережений. На этой аналитической ноте наш подробный обзор полностью завершен. Завтра я снова буду ждать вас здесь же со свежей порцией самых честных, глубоких и полезных новостей о законах, налогах и вашей финансовой ситуации в Европе. Если вам понравился сегодняшний разбор про ситуацию с автомобильными кондиционерами, правила у банкоматов и изменения в структуре расходов, обязательно подписывайтесь, поставьте лайк и спасибо за просмотр до самого конца.